Всем привет! В этом видео мы поговорим про disjoint parstable. Это структура данных, которая в каком-то смысле сочетает в себе дерево отрезков и sparstable и позволяет расширить класс задач, которые можно решать за O от единицы на запрос при помощи sparstable. Также мы рассмотрим парочку неочевидных примеров того, как это можно применять в задачах, так что рекомендую досмотреть до конца. Для того, чтобы понять это видео, вам нужно будет знать, что такое дерево отрезков и sparstable. Так что если вы чего-то из этого не знаете, то я советую вам сначала изучить эти темы. Ссылки на материал есть в описании под видео. Для начала давайте сформулируем какой-то базовый пример задачи, которую мы хотим научиться решать. Пусть нам дан некоторый массив, который потом никак не будет меняться, и к нам приходят запросы. Найти минимум на отрезке и сколько раз он на этом отрезке встречается. И хочется отвечать на эти запросы за O от единицы. В голову сразу приходят две идеи. Первая – это дерево отрезков. С его помощью можно все это без труда поддерживать и отвечать на запрос на отрезке, однако запрос к дереву отрезков работает за логарифм, а нам хочется за константное время. Вторая идея – это sparstable. В этом случае у нас все хорошо с асимптотикой, запросы выполняются за O от единицы, однако тут у нас другая проблема. Минимум на отрезке мы sparstable найдем, а вот количество минимумов у нас найти не получится. Давайте подробнее посмотрим на эти два варианта. Дерево отрезков умеет поддерживать огромный пласт информации на отрезке, так что с этим запросом оно справится без труда. Давайте в каждой вершине хранить минимум на отрезке, который она соответствует, а также количество этих минимумов. Тогда все, что нам надо, это научиться пересчитывать эти значения на отрезке по двум подотрезкам. Минимумом в этом случае будет меньше из значений слева и справа, а вот с количеством все будет немного сложнее. Давайте рассмотрим три случая того, откуда к нам придет минимум. Пусть минимум слева равен четверке, а справа семерке. Тогда справа у нас нет четверок, поэтому все четверки находятся слева, так что и минимум, и количество мы можем просто взять из нашего левого сына. Аналогичная ситуация, если минимум слева равен семерке, а справа четверке. Тогда минимум и количество минимумов мы берем справа. Интересная ситуация получается в том случае, если минимум слева совпадает с минимумом справа. В таком случае он есть и справа, и слева, так что за количество нужно взять сумму количества слева и справа. Таким образом, мы научились поддерживать нашу операцию на отрезке при помощи дерева отрезков, однако, как я говорил уже раньше, оно работает за логарифм на запрос, что нас не устраивает. Теперь давайте подробнее поговорим про то, почему в этой задаче нам не сможет помочь sparstable. Дело в том, что sparstable умеет поддерживать на отрезке только те операции, которые обладают свойством идемпотентности. То есть повторное применение операции к одному и тому же элементу не меняет результата. Минимум этим свойством обладает. Минимум из числа и самого себя равен этому самому числу. Однако для количества минимумов это свойство не выполняется. Потому что если у нас слева b минимумов равных a, справа b минимумов равных a, то итоговый минимум останется таким же, а вот количество удвоится. Идемпотентность необходима sparstable, потому что он разбивает отрезок на два подотрезка, считает запрос на подотрезках и склеивает ответы. Однако эти подотрезки пересекаются, так что то, что находится на пересечении, мы посчитаем дважды. Давайте рассмотрим пример. Пускай у нас есть массив, давайте крестиками обозначим позиции, равные минимуму на всем массиве. И пускай нам надо найти минимум на отрезке от левой стрелочки до правой. В этом случае sparstable разобьет наш отрезок на два подотрезка длины 8. Они будут пересекаться по 4 элементам, два из которых являются минимумами. Тогда мы посчитаем, что в левой части у нас 4 минимума, в правой тоже 4, то есть всего 8. Но на самом деле их 6, потому что два из них мы учли дважды. Так что sparstable в этой задаче нам не помощник. А как же все-таки мы будем решать нашу задачу, если ни дерево отрезков, ни sparstable нам не помогут? Давайте придумаем новую структуру данных. Нам очень нравится sparstable, потому что он и быстрый, и удобный. Но нам не нравится, что два подотрезка, на которые он разбивает наш отрезок, пересекаются. Давайте придумаем, как построить sparstable так, чтобы любой отрезок запроса разбивался на два не пересекающихся подотрезка. Тогда у нас не будет перекрытий, и идемпотентность нам будет не нужна. Если вам интересно, вы можете остановить это видео и немного подумать. В каком-то смысле мы объединим идеи дерева отрезков и sparstable. Для простоты мы будем решать задачу о нахождении просто минимума на отрезке, без количества, чтобы не загромождать картинки и не запутаться. Но из-за того, что отрезки у нас не будут пересекаться, это все будет работать точно так же и для нахождения количества минимумов. Давайте построим на нашем массиве дерево отрезков, предварительно дополнив длину нашего массива до степени двойки. В каждой вершине дерева отрезков запишем весь подотрезок массива, за который отвечает эта вершина. Чем-то похоже на Merge Sort 3, если вы знаете, что это такое, и теперь следите за руками. Корень дерева, то есть самый высокий уровень, мы оставим в покое. Он нам не понадобится.
А дальше мы заменим каждый элемент либо на префиксный, либо на суффиксный минимум на своем отрезочке. Если вершина является чьим-то левым сыном, то мы на ее подмассиве посчитаем суффиксные минимумы, а если правым, то префиксные. То есть мы посчитаем минимум до середины. Если мы слева, то минимум до середины это суффикс, а если справа, то префикс. Это все, что мы будем хранить. Теперь представим, что к нам пришел какой-то запрос. Найдем соответствующие ему листья, после чего пойдем наверх, пока не окажемся в двух братьях. Тогда наша левая граница будет находиться в левом брате, и там посчитан минимум до середины вперед, а правая граница будет находиться в правом брате, и от нее посчитан минимум до середины назад. Таким образом, мы как раз разбили весь наш отрезок на две не пересекающиеся части. Это в точности то, что мы и хотели. Правда, тут есть один крайний случай, который вытекает из того, что мы ищем минимум не на полуинтервалах, а на отрезках. Если левая граница совпадает с правой, то вершины, в которых они находятся, сразу совпадают и никогда не будут левым и правым братом. Этот случай нужно обработать отдельно, но он очень простой. На практике, конечно, стоит использовать не отрезки, а полуинтервалы. И там этих проблем не будет. Но для наглядности здесь мы смотрим на отрезки. Однако это все уже детали. Давайте порадуемся. Мы научились делать так, чтобы подотрезки Sparse-Stable не пересекались. Именно поэтому эта структура данных и называется Disjoint Sparse-Stable – не пересекающаяся разреженная таблица. Однако на этом пока нельзя закончить. Да, любой отрезок разбивается на два не пересекающихся подотрезка. Но не так-то просто понять, что это за подотрезки и где мы про них храним информацию. Мы хотим найти последний уровень, на котором вершины деревоотрезков для левой и правой границ отличаются. То есть это дети наименьшего общего предка листьев, соответствующих левой и правой границам. Наименьшего общего предка, конечно, можно искать за O от единицы, но это не самые приятные для написания и не самые быстрые с точки зрения времени работы алгоритмы. У нас же не просто какое-то любое дерево, у нас полное бинарное дерево. В этом конкретном случае ЛЦА или наименьшего общего предка можно искать очень просто. Давайте посмотрим на наше дерево отрезков. Занумеруем его вершины, как обычно, начиная с единицы, сверху вниз, слева направо. Только давайте запишем номера вершин в двоичной системе счисления. И кроме этого, на каждом ребре налево напишем нолик, а на каждом ребре направо единичку. Тогда можно заметить, что чтобы получить номер вершины, нужно пройтись по пути от корня и выписать после единицы все цифры, которые встречаются на ребрах. К примеру, вершина 21 в двоичной записи имеет номер 10101. И если мы посмотрим на путь до этой вершины от корня, то мы как раз и получим те самые цифры 0, 1, 0, 1. Пускай это была левая граница нашего запроса, а правая граница – это вершина 23, которая в битовом представлении имеет запись 10111. Если посмотреть на пути до этих вершин от корня, то они сначала шли вместе до ЛЦА, а потом в какой-то момент разделились. Нас как раз и интересует этот момент, когда они пошли в разные стороны. То есть первые несколько битов у них совпадали, а потом у левой границы был нолик, а у правой единичка. Таким образом, мы свели задачу нахождения ЛЦА к задаче нахождения первого отличающегося бита у двух чисел. Перед тем, как мы перейдем к нахождению первого отличающегося бита, давайте заметим, что нам даже не обязательно находить индексы наших листьев в дереве. Если в массиве элементы имеют индексы от 0 до 2 в кате минус 1, то соответствующие им листья деревоотрезков имеют индексы от 2 в кате до 2 в k плюс 1 минус 1. То есть, чтобы получить индекс листа, нужно просто прибавить к индексу в массиве 2 в катой. При этом катый бит будет старшим в этом случае, так что первый отличающийся бит у индексов листьев – это то же самое, что первый отличающийся бит у индексов в изначальном массиве. Теперь вернемся к тому, что нам нужно найти первый отличающийся бит в двоичной записи двух чисел. Посмотрим на позицию этого самого первого отличающегося бита. До нее битовые записи двух чисел совпадают. Потом на этой позиции в одном числе стоит 0, а в другом единица, а после этой позиции уже могут стать произвольные цифры в обоих числах. Тогда давайте заметим, что если мы возьмем XOR или побитовое исключающее или этих двух чисел, то первый отличающийся бит – это первый ненулевой бит XOR. То есть нам просто надо взять XOR этих двух чисел и найти у этого числа самый старший бит. Легко заметить, что самый старший бит – это то же самое, что двоичный логарифм, округленный вниз. А если вы помните, им мы пользуемся в Sparse-Stable, чтобы найти подотрезки длины максимальной степени двойки не больше, чем длина всего отрезка. Для нахождения старшего бита числа можно посчитать массив динамики. Базовый случай – старший бит числа 1 имеет индекс 0. А потом для всех остальных чисел i их можно просто поделить на 2, зачеркнув последний бит, взять старший бит у получившегося числа и прибавить к ответу 1. Потому что если вернуть назад удаленный бит, то индекс старшего бита станет на 1 больше.
Такую динамику можно просто посчитать заранее и потом пользоваться ей при ответе на запросы. Если вы используете C++, для вас есть другой вариант, как посчитать старший бит XOR. Это воспользоваться встроенной функцией built-in CLZ. CLZ означает Count Leading Zeros, то есть количество ведущих нулей, что совпадает как раз с индексом первой единицы. Однако проблема в том, что тут индекс считается с другой стороны, начиная с самого старшего 31 бита, а мы считаем с самого младшего бита. Поэтому, чтобы из значения функции built-in CLZ получить то, что нам нужно, надо вычесть ее результат из числа 31, и тогда мы получим нужный нам индекс первого единичного бита числа. Стоит обратить внимание на то, что вызов функции built-in CLZ от нуля — это undefined behavior, потому что у числа 0 нет самой старшей единицы. Будьте аккуратны с этим. В принципе, мы уже поняли, как решать нашу задачу. Мы строим какое-то дерево, там считаем префиксные и суффиксные минимумы, находим LCA и берем минимум из двух значений. Давайте теперь поймем, как это все удобно хранить и использовать. Во-первых, как я уже раньше говорил, самый верхний уровень мы никогда не используем, поэтому просто выкинем его. А также пронумеруем все уровни снизу вверх. Теперь внимательно следите за руками. Мы просто выпишем элементы на каждом уровне подряд, в результате чего у нас получится просто двумерный массив размера log n на n, который будет очень похож на аналогичный массив из Sparstable. Так как мы нумеровали уровни снизу вверх, то уровень, на котором нам надо искать ответ, как раз-таки совпадает с индексом старшего бита XOR левой и правой границ. Так что на деле никакого дерева отрезков мы не храним, оно есть только концептуально. В итоге все получается на удивление просто. Давайте рассмотрим пример какого-нибудь запроса к нашей структуре. На нулевом уровне у нас находятся минимумы на отрезках длины 1, то есть на самом деле просто изначальный массив. Пускай нам надо найти минимум от 5 до 11 позиции. Берем XOR этих позиций, получаем 14, старший бит это 3, то есть ответ надо искать на соответствующих позициях на третьем уровне. Там у нас находятся числа 4 и 2, четверка это минимум на левой части отрезка, а двойка на правой. Так что итоговый минимум на отрезке это минимум из двойки и четверки, то есть 2. Если посмотреть на наш отрезок, можно убедиться, что это действительно минимум. Давайте для большего понимания нашей структуры посмотрим на то, за какие подотрезки нашего массива отвечают разные значения. С нижним, то есть нулевым уровнем, все просто. Как я уже говорил, это элементы исходного массива, то есть минимумы на отрезках длины 1. С остальными уровнями все уже интереснее. Элементы с третьего уровня отвечают за минимум до середины массива. Элементы второго уровня отвечают за минимум до середины своей половины массива, а элементы первого уровня за минимум до середины своей четвертинки. Можно заметить, что для нулевого элемента значения в нашей структуре на всех уровнях совпадают с соответствующими значениями, если бы мы строили обычный Sparstable. То есть минимум на отрезках длины 8, 4, 2 и 1. Для других индексов это уже, конечно, не так. Давайте посмотрим, к примеру, на первый индекс. На третьем уровне там будет отрезочек до середины массива, то есть длины на 1 короче, чем для нулевого индекса. На втором уровне минимум до середины первой половины, то есть минимум из 3 чисел. На первом же уровне у нас минимум до середины четвертинки, что на самом деле соответствует просто одному элементу. То есть в данном случае первый и нулевой уровень соответствуют одному и тому же подотрезку, но это просто совпадение. Теперь посмотрим на то, чему соответствуют последующие элементы. Рекомендую иногда останавливать видео, чтобы убедиться, что вы понимаете, почему данное значение соответствует именно такому подотрезку. Подотрезки устроены не совсем интуитивно понятным образом. Они идут то влево, то вправо, в зависимости от того, в правом или в левом сыне мы находимся. Также стоит обратить внимание на то, что в отличие от обычного Sparstable, элементы на более нижних уровнях совсем не обязаны соответствовать отрезкам меньших размеров. Давайте напишем код, который будет строить по массиву disjoint Sparstable. Можно было бы это сделать в стиле дерева отрезков, то есть рекурсивно, но в этом на самом деле нет никакой необходимости. Пусть наша исходная последовательность хранится в массиве R, а структура, которую мы строим, в массиве DP, который имеет точно такие же размерности, как и обычный Sparstable. Пусть длина нашего массива это n. Давайте найдем extended size, минимальную степень двойки, которая не меньше n, то есть дополним длину нашего массива до ближайшей степени двойки. После чего будем строить disjoint Sparstable по уровням, начиная с нулевого и пока длина отрезков, которые соответствуют вершинам дерева отрезков на текущем уровне, меньше, чем длина всего массива. Тогда если мы находимся на уровне h, то длина подотрезочков, на которые разбивается наш массив, будет равна 2 в степени h. На каждом уровне для левых сыновей нужно найти суффиксные минимумы на соответствующих подотрезках, а для правых сыновей префиксные.
Давайте переберем центр, ту самую середину между парой левого и правого сына, до которой нам нужно найти минимум. Тогда если мы зафиксировали центр, то нам просто надо пройти на лен вперед и назад и посчитать накапливающиеся префиксные и суффиксные минимумы. Сначала давайте пойдем вперед. Индекс центр соответствует самому первому индексу в правом сыне. Для него минимум на префиксе берется просто из одного значения. После чего начнем с позиции центр плюс 1 и будем идти вперед на длину лен, насчитывая префиксные минимумы. Теперь аналогичную процедуру нужно провернуть с левым братом. Последний элемент в левом брате имеет индекс центр минус 1. Для него минимум на суффиксе равен, собственно, элементу на этой позиции в исходном массиве. После чего мы начнем с индекса центр минус 2 и пойдем назад на длину лен, насчитывая уже суффиксные минимумы. Таким образом, мы переберем все уровни, для каждого уровня переберем все центры между братьями и насчитаем нужные нам суффиксные и префиксные минимумы. Давайте посмотрим затем, как будет заполняться наша динамика в процессе работы алгоритма. Советую иногда останавливать видео и удостоверяться, что вы понимаете, что происходит. Легко понять, что цикл по h работает за log n, а циклы по центр и i суммарно перебегают каждый элемент массива по одному разу, поэтому работают в совокупности за O от n. Так что итоговая асимптотика построения этой структуры совпадает с ее размером и равна O от n log n. На самом деле, если подумать, можно понять, что дополнять длину нашего исходного массива до степени двойки вовсе не обязательно. Просто в тот момент, когда позиция центра будет вылезать за пределы массива, надо будет ее обрезать. Если интересно, можете подумать над деталями реализации. Теперь перейдем к реализации кода ответа на запрос. Он будет совсем простой, пожалуй, даже легче, чем в обычном спарстейбле. Мы просто принимаем на вход левую и правую границы отрезка, на котором нам надо найти минимум, находим нужный уровень как первый бит числа L XOR R и возвращаем минимум из двух чисел dp для L на этом уровне и dp для R на этом уровне, который соответствует минимум на двух подотрезках, на которые мы разбили наш отрезок запроса. Очевидно, что асимптотика ответ на запрос — это O от единицы. На этом знакомство с самой структурой заканчивается. Вы теперь обладаете всеми знаниями для самостоятельного написания disjoint parse-table. Однако не менее важно понимать, как именно в задачах может это применяться. Давайте рассмотрим несколько интересных примеров. Итак, первая задача. Пусть нам надо искать произведение на отрезке, но так как произведение растет очень быстро, то считать мы его будем по модулю. Префиксные произведения нам тут не могут так просто помочь. Потому что если какой-то элемент массива делится на модуль, то все последующие префиксные произведения будут нулями. И мы никак не можем восстановить ответ по двум нулям, несмотря на то, что на этом отрезке произведение не равно нулю. Эта проблема на самом деле решается. Можно выкинуть из всех чисел все вхождения модуля и отдельно считать произведение на отрезке без вхождения модуля, а также количество вхождений этого модуля на отрезке. И если на отрезке есть хотя бы одно число, делящееся на модуль, то произведение по модулю равно нулю, а иначе оно равно произведению, которое не учитывает вхождение модуля. Отдельным случаем еще является 0, потому что его нельзя поделить сколько-то раз на модуль, чтобы он перестал делиться на этот модуль. Но кроме всего этого, нам надо еще делить по модулю правое префиксное произведение на левое. Поэтому нужно заранее предпосчитать не только все префиксные произведения, но и обратные к ним по модулю. А еще с большей проблемой вы столкнетесь, если модуль непростой. Тогда надо будет отдельно хранить степень вхождения каждого простого, входящего в модуль. Не очень приятное занятие. А вот с помощью disjoint parse-table мы легко можем находить произведения на отрезке. Ведь у нас просто отрезок разбивается на два, на каждом из них мы знаем произведение, так что их надо просто перемножить. И от того, какую операцию на отрезке мы храним, решение особо никак не меняется. Так что давайте обобщим то, что мы только что получили. Не обязательно же считать именно произведение чисел на отрезке. Можно считать и произведение матриц на отрезке. Если вы не знаете, что такое матрицы, последующий материал может быть для вас труден. Но вообще можете пока думать просто, что матрицы — это некоторые прямоугольные таблички, которые можно между собой перемножать некоторым изощренным образом. Матрицы далеко не всегда бывают обратимы, так что префиксными произведениями тут воспользоваться вряд ли получится. А вот для disjoint parse-table не играет никакой роли. Числа мы перемножаем или матрицы. И на самом деле произведение матриц на отрезке может настигнуть нас в весьма неожиданном месте. Давайте рассмотрим такую известную задачу. Есть некоторый текст и кодовое слово. Пускай это кодовое слово — это Марс.
И вам нужно найти количество подпоследовательностей текста, не путайте с подстроками, равных кодовому слову. Эта задача весьма простая. Надо просто хранить количество подпоследовательностей m, ma, mar и mars, и при получении новой буквы просто пересчитывать эти значения. Если текущая буква это m, то количество подпоследовательностей m увеличивается на 1. Если текущая буква это a, то перед ней можно поставить любую букву m, то есть надо прибавить количество подпоследовательностей m к количеству подпоследовательностей ma. Аналогично, если текущая буква это R, то перед ней можно поставить любую подпоследовательность MA, прибавив текущее количество, и если буква, которая нам попалась, это S, то надо прибавить количество подпоследовательностей MAR. Ну а все остальные буквы мы можем просто игнорировать, потому что они никак не влияют на результат. А теперь давайте рассмотрим эту задачу на отрезке. То есть к нам приходит запрос LR, и нужно найти количество подпоследовательностей подстроки с L по R символ нашей строки, равных Mars. Если решать эту задачу втупую, мы просто начнем идти по нашей подстроке и пересчитывать наше количество. Это будет долго. Давайте представим, как меняются наши количества подпоследовательностей M, MA, MAR и Mars в зависимости от очередного символа строки. Пускай у нас было X подпоследовательности M, Y подпоследовательности MA, Z подпоследовательности MAR и T подпоследовательности Mars. Тогда, если очередная буква это M, то количество подпоследовательностей M увеличится на 1. Если текущая буква это A, то Y заменится на Y плюс X. Аналогично для буквы R Z заменится на Z плюс Y, и для буквы S T заменится на T плюс Z. А для любой другой буквы просто ничего не изменится. Заметим, что все эти замены, кроме замены для буквы M, это линейные преобразования. Сделаем такой трюк. Добавим к нашему столбцу фиктивный элемент, единицу, чтобы преобразование для буквы M тоже стало линейным. В каком-то смысле можно считать, что это количество подпоследовательностей равных пустой строке, и к пустой строке мы дописываем символ M, чтобы получить подпоследовательность M. Теперь все наши преобразования являются линейными. Это означает, что эти преобразования можно написать в виде домножения на матрицу. Посмотрим, как будут выглядеть эти матрицы. Мы просто для каждого элемента конечного вектора единичками обозначаем, из каких элементов изначального он был получен. У нас в любом случае конечный элемент зависит от исходного, но, возможно, к нему прибавляют какой-то другой элемент. Так что на диагонали всегда будут стоять единицы, а также единица будет стоять на пересечении итой строки и житого столбца, если надо к элементу номер i добавить элемент номер j. Таким образом, для буквы m мы ко второму элементу прибавляем первый, для буквы А мы к третьему элементу прибавляем второй, для буквы R к четвертому добавляем третий, и для буквы S к пятому элементу прибавляем четвертый. Если же к нам пришла какая-то буква, которая нам не интересна, то мы просто домножим на тождественную матрицу, то есть матрицу, у которой на диагонали единицы, а все остальные элементы это нули. Можно заметить, что у этих матриц единичка, которая не на диагонали, постепенно падает вниз. Теперь давайте рассмотрим пример. Пусть нам дана подстрока MARRS, очевидно, что на ней есть две подпоследовательности Mars. Изначально в нашем векторе первый элемент, то есть количество пустых подпоследовательностей, это 1, а всех остальных подпоследовательностей 0 штук. Берем матрицу, соответствующую букве M, и домножаем. Можете ставить видео на паузу и проверять, что при домножении на матрицу происходит именно то, что нам нужно. Мы получили, что у нас есть одна подпоследовательность M. Теперь домножим на матрицу буквы A. Таким образом, у нас появилась одна подпоследовательность MA. Далее мы дважды домножаем на матрицу буквы R, в результате чего у нас образуется две подпоследовательности MAR. И, наконец, домножая на матрицу буквы S, мы получаем две подпоследовательности Mars. И ответ на наш запрос — это просто последний элемент получившегося вектора. То есть ответ получается просто последовательным домножением исходного вектора на матрицы, соответствующие символам на отрезке. Заметим, что в силу ассоциативности произведения матриц можно сначала вычислить произведение матриц на отрезке, а потом уже домножить на наш столбец. Стоит, однако, заметить, что домножаем мы последовательно слева направо, поэтому матрицы нам надо перемножить в обратном порядке, но это не проблема. Таким образом, мы свели нашу задачу к задаче поиска произведения матриц на отрезке, которую мы уже умеем решать при помощи disjoint parsTable за O от единицы на запрос. В конце нам надо просто домножить наше получившееся произведение матриц на столбец 1, 0, 0, 0, 0, и у получившегося столбца взять последний элемент.
На самом деле, конечно, все наши преобразования имели вид прибавить один элемент столбца к другому, так что все такие преобразования являются обратимыми, потому что можно обратно просто отнять. Поэтому все эти матрицы на самом деле обратимые, и эту задачу можно решать при помощи префиксных произведений матриц, но, наверное, это не так приятно. И напоследок рассмотрим некоторую вариацию предыдущей задачи, в которой префиксные произведения нам уж точно никак не помогут. В прошлой задаче нам надо было найти количество подпоследовательности Mars. А теперь, пускай у каждой буквы есть своя стоимость, и надо найти самую дорогую подпоследовательность. При этом стоимость подпоследовательности определяется как сумма стоимостей всех ее элементов. Задача похожа, однако здесь нам явно не помогут матрицы, ведь мы считаем не количество, а какой-то максимум. Матрицы такое не умеют. Но в принципе, тупое решение не особо поменяется. Мы будем хранить максимальную стоимость для подпоследовательности m, ma, mar и mars и будем их пересчитывать. Давайте выпишем формулу пересчета. Пусть текущий символ, который мы добавляем, имеет стоимость c. Тогда если текущий символ это m, то надо заменить x на максимум из x и c, потому что у нас уже есть какая-то подпоследовательность m в стоимости x, а мы нашли такую же подпоследовательность в стоимости c, так что надо выбрать лучшую из них. Если же текущий символ это a, то перед ним можно записать самую дорогую подпоследовательность m, получив подпоследовательность ma стоимости x плюс c, и обновим ответ этим значением. Аналогично, если текущий элемент это r, то перед ним можно записать подпоследовательность ma стоимости y и получить подпоследовательность mar стоимости y плюс c. Ну и если к нам пришел символ s, то у нас будет подпоследовательность Mars стоимости z плюс c, а если текущий символ не из наших нужных, то мы просто ничего не меняем. Формулы похожи на те, которые были раньше, но они не выражаются в терминах произведения матриц. Ну, давайте тогда придумаем свое новое произведение матриц, которое будет удовлетворять наши потребности. Если раньше у нас элемент произведения матриц определялся как сумма произведений, то теперь давайте введем операцию ромбик, которая заменит сумму на максимум, а произведение на сумму. На самом деле, все, что нам необходимо от этой операции – ассоциативность. То есть то, что не обязательно считать произведение всех матриц последовательно, а можно посчитать произведение левой части, правой части, а потом перемножить их. Давайте явно проверим, что ассоциативность выполняется. Надо проверить, что если нам надо перемножить три матрицы А, Б и С, то неважно, перемножим ли мы сначала А на Б и домножим потом на С, либо же мы перемножим Б с С и домножим это на А. Запишем по формуле, чему равен элемент произведения А и Б на позиции И, К. Это максимум по L от суммы АИТ ЛТ и Б ЛТ КТ. Теперь домножим эту матрицу еще на С. Элемент полученной матрицы на позиции ИЖ будет записываться вот по такой вот формуле. Аналогичные действия произведем для правой части равенства. Вычислим элемент произведения B и C на позиции LG, а затем посчитаем элемент на позиции IJ у итогового произведения. Заметим, что и слева, и справа можно внутренний максимум вытащить наружу и брать максимум сразу и по L, и по K. И тогда можно убедиться, что действительно то, что слева, это в точности то же самое, что справа. Таким образом, ассоциативность у нас есть. Легко понять, что если мы, к примеру, вместо максимума будем брать минимум, то ничего не поменяется, и ассоциативность все еще будет работать. Так что с такими матрицами можно работать практически как с обычными. Но это нас интересовать не будет. Нам теперь хочется представить пересчет стоимости подпоследовательности для каждой буквы через наше новое умножение матриц. Давайте так же, как и в случае с количеством подпоследовательностей, добавим еще фиктивный элемент, в данном случае 0, к нашему вектору, который будет соответствовать стоимости пустой строки, чтобы через него можно было пересчитывать стоимость подстроки m. И теперь надо понять, как должны выглядеть матрицы пересчета для каждой буквы. Давайте посмотрим, например, для буквы m. Матрица будет выглядеть следующим образом. Обратите внимание, что некоторые элементы этой матрицы — это не вещественные числа, а минус бесконечности. Давайте подробно разберемся, что происходит и почему это работает. Умножая матрицу на столбец, мы последовательно должны перемножать каждую строку матрицы с этим столбцом. Начнем с первой строки. Мы берем 0 плюс 0, то есть 0, а также сумму минус бесконечности с остальными элементами вектора. Полученные суммы будут все равны минус бесконечности. Так что максимумом будет сумма 0 плюс 0 равная нулю. Это и будет первый элемент результирующего вектора. Теперь перейдем ко второй строке матрицы. Ее надо умножить на наш вектор, чтобы получить второй элемент результирующего вектора. c плюс 0 это c, 0 плюс x это x, а все остальные элементы будут суммироваться с минус бесконечностью, так что получается минус бесконечность. Таким образом, в итоге мы получим максимум из c и x, что мы и хотели получить. Все остальные строки будут работать в точности так же, как и первая. В них мы хотим просто сохранить соответствующий элемент вектора неизменным.
Для этого мы поставим 0 на диагональ, тем самым не будем прибавлять к соответствующему элементу ничего, а на всех остальных позициях поставим минус бесконечность, чтобы эти элементы точно не были выбраны как максимальные. Для третьей строки мы берем y плюс 0 равно y, а все остальные минус бесконечность. Для четвертой строки мы получаем z, и для пятой строки у нас будет t. Так что если очередной символ строки, который к нам пришел, это m, то мы научились выражать изменения, которые нам надо внести в наш вектор стоимости через наше новое умножение матриц. Перейдем к следующей букве А. В этом случае мы хотим вместо элемента y получить максимум из y и x плюс c. Все остальные элементы должны остаться неизменными, поэтому для них мы запишем нашу стандартную формулу. Нолик на диагонали, а на всех остальных позициях минус бесконечности. К примеру, в первой строке нолик стоит на первом месте, а во второй на втором. Теперь перейдем к самой интересной строке. Третий. Потому что именно третий элемент вектора нам надо поменять. Мы хотим взять максимум из одного элемента вектора и суммы другого элемента вектора с константой. Именно для таких дел наше умножение матриц и было придумано. Посмотрим, как это сделано. На первой, четвертой и пятой позициях стоят минус бесконечности, чтобы соответствующие элементы вектора не имели возможности попасть в ответ. На второй позиции стоит c, которая сложится с x, чтобы получить заветное x плюс c, а на третьей позиции стоит 0, потому что к y нам ничего прибавлять не надо. Таким образом, итоговый элемент действительно будет равен максимуму из x плюс c и y. Дальше перейдем к последним двум строкам. В них все как обычно. Нолик на соответствующей позиции, а остальные элементы минус бесконечности, чтобы никак не менять эти элементы вектора. Мы разобрались, как выглядит матрица для буквы А. Для всех остальных букв все будет аналогично. Можете в качестве упражнения поставить видео на паузу и попытаться придумать их сами по аналогии. Для символа R матрица будет выглядеть следующим образом. Мы оставляем на месте все элементы, кроме z, а z заменяем на максимум из z и y плюс c. И вот соответствующая матрица для символа S. Опять же, все элементы, кроме t, мы оставляем нетронутыми, а t заменяем на максимум из t и z плюс c при помощи вот такой вот строчки. Можно заметить, что матрицы для разных букв отличались тем, что элемент, равный c, постепенно двигался по диагонали под нулями сверху вниз. И, наконец, последний случай, который нам надо рассмотреть, какая-то ненужная буква, которой нет в слове Mars. В этом случае нам не нужно ничего менять в нашем векторе. И здесь элемент c уедет еще ниже, выйдя за пределы нашей матрицы в каком-то смысле. Так что наша матрица будет просто состоять из минус бесконечности с нулями на диагонали. И на этом решение задачи заканчивается, потому что дальше происходит то же самое, что и в прошлой задаче. Мы просто умножаем матрицы на отрезки нашим новым способом и находим ответ. И на этот раз нам уже точно не помогут никакие префиксные произведения, потому что обратной операции к взятию максимума уж точно нет. Давайте подведем итог того, что мы изучили. Мы поняли, как усовершенствовать Sparse-Stable так, чтобы два подотрезка, на которые мы разбиваем любой отрезок, не пересекались. В результате чего мы научились использовать disjoint Sparse-Stable для неидемпотентных операций, таких как количество минимумов на отрезке или произведение на отрезке. Затем мы поняли, что нам не важно произведение чего искать, поэтому научились искать произведение матриц на отрезке. Ну и в конце, вооруженные новыми знаниями, решили две интересные задачи. Сведение к произведению матриц на отрезке и матриц с операциями максимума и суммы вместо суммы и произведения. И все это мы делали за O от единицы на запрос. Спасибо за просмотр. В описании под этим видео вы сможете найти материалы, о которых я говорил в течение видео, мою реализацию disjoint Sparse-Stable, а также ссылку на контест на Codeforces, в котором я собрал для вас задачи из этого видео. Можете на них потренироваться. Я буду регулярно делать другие видео по алгоритмам в будущем, так что если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Я собираюсь затронуть как основы, так и продвинутые алгоритмы, про которые сложно где-то найти информацию в интернете. Покажите это видео своим друзьям, если оно показалось вам полезным, и можете в комментариях оставить отзыв, либо предложить тему для будущих видео. Всем успехов и пока!